Еще совсем недавно Сингапур был бедной и мало кому интересной точкой на карте. В 1965 году после отделения от Малайзии страна оказалась на грани выживания, без природных ресурсов, промышленности и с запредельным уровнем безработицы. Мало кто верил, что этот остров вообще сможет выжить самостоятельно. Но маленькая страна оказалась в хороших руках. Ли Куан Ю – человек, который радикально изменил ход истории. Он сделал ставку на жесткую борьбу с коррупцией, привлечение в страну иностранных инвестиций и развитие инфраструктуры. В течение десятилетий Сингапур превращался в экономическое чудо. Налоговые льготы привлекали все больше крупных иностранных компаний, а строгие законы и контроль за их выполнением создавали надежные условия для процветания. Из портового городка он превратился в мировой финансовый и технологический центр. Сегодня это одна из самых передовых и дорогих стран мира, которая доказывает, что даже самая маленькая точка на карте может стать гигантом. И, к счастью для стран СНГ, в Сингапуре предусмотрены заветные 96 часов транзитного пребывания без визы, которыми мы с радостью воспользовались. Мы проведем в Сингапуре 3,5 дня. От души нагуляемся, посмотрим, что здесь сколько стоит, и в конце посчитаем, во сколько нам обойдется эта поездка. А меня зовут Ира, это канал Гражданочка Мира, человек за кадром, а иногда и в кадре, мой муж Макс. В описании под видео есть подробный таймлайн, и если вас интересует что-то конкретное, жмякайте сразу туда. А мы начинаем. Говоря про Сингапур, принято начинать со слов «один из самых» и желательно в конце добавлять «в мире». Ну, например, один из самых низких уровней коррупции в мире. Или одна из самых безопасных стран в мире. А еще один из самых зеленых, с лучшим аэропортом, самое удобное ведение бизнеса. И кажется, этот список можно продолжать бесконечно. Но у всего есть своя цена. В данном случае это весьма жесткое законодательство и высокая стоимость вообще всего. Тут давайте по порядку. То, что в Сингапуре баловаться не принято, нам сообщили еще на этапе заполнения обязательной карточки прибытия за 3 дня до въезда в страну. В письме с подтверждением получения наших деклараций под красным заголовком местные власти заботливо информируют нас, что оборот запрещенных веществ в стране карается смертной казнью. А если вы наврали нам о состоянии своего здоровья, то мы можем вас оштрафовать на 10 тысяч местных долларов, что эквивалентно 7,5 тысячам долларов США, и даже можем разместить вас в нашей комфортабельной тюрьме на срок до 6 месяцев. За повторное нарушение суммы и срок увеличиваются вдвое. Хотя есть вопросы про здоровье в декларации, только наличие температуры, сыпи и посещение Латинской Америки за последние 6 дней. Кстати, по приезде в аэропорт температуру нам так никто и не измерил. Также в Сингапур запрещено ввозить, например, жвачку и электронные сигареты всех сортов и мастей. Лично у нас никто ничего не проверял, но если найдут, спросят как со знающих. Поэтому перед поездкой сюда теорию все-таки полистайте. Помимо запрещенных веществ, к смертной казни ведет также ряд тяжких преступлений, например, убийство или похищение человека. А за совсем простые нарушения в Сингапуре предусмотрены очень высокие штрафы. Так, за мусор мимо урны рискуем подарить бюджету 1500 американских долларов. Столько же стоит покурить в парке. И да, как вы уже заметили, в Сингапуре тоже доллары, но свои, местные. Поэтому на экран я вам буду выводить цены в долларах США. Что же касается стоимости жизни. Как я уже обмолвилась, Сингапур один из самых дорогих городов в мире. Дело в том, что здесь импортное практически все. В стране сильно не хватает земли. Они даже закупают ее у соседей и засыпают себе новые площади. Разумеется, при таком раскладе здесь очень дорогое жилье. Дороги тоже нагружать не хотят, поэтому машины здесь стоят на порядок дороже, чем в соседних странах. Взамен народу дали удобную и весьма эффективную систему общественного транспорта, но тем не менее. Наша же туристическая боль начинается еще до приезда в страну, на этапе бронирования жилья. Не буду здесь долго размусоливать, но на агрегаторах есть огромное количество предложений в стиле «дорого» и «плохо». Так как спать 4 ночи в капсульном отеле не хотелось, мы нашли приличный вариант возле метро и автобусной остановки в районе Литл Индия. Ночь в этом отеле стоит 100 американских. Номер был очень чистым, хоть маленький, но продуманный и действительно удобный. Из общих зон приличная кухня, спортзал, коворкинг, и, конечно, мы ничего из этого не использовали, так как приходили только спать. Однако все равно приятно. Здесь большая общая кухня, много посуды, рисоварки, холодильники, микроволновки, 3 ряда с плитами и даже духовками. Посуды море. Круто. О, друзья, здесь еще воркаут-площадка, представьте. И несколько тренажеров, и гирьки. А еще на каждом этаже тоже есть небольшой холодильник, где можно продукты свои подписать. И есть автомат с водой, холодной и горячей.
А забронировать этот и другие действительно достойные варианты отелей проще простого в сервисе путешествия от Т-банка. Это максимально удобный сервис для выбора и бронирования жилья по всему миру. По промокоду «Отпуск12» и моей ссылке в описании вы получите скидку до 25% при первом бронировании на любую сумму. Максимальная сумма скидки 1500 рублей. Но что самое важное лично для меня, это возможность получить консультацию или помощь прямо сейчас, а не через сутки или того больше. Бронируя жилье в сервисе отелей через путешествие от Т-банка, вы получаете не только ожидаемое высокое качество сервиса, без всяких сюрпризов по прибытии в отель, но и просто легендарную поддержку 24/7, которая поможет решить любой ваш вопрос. Например, поддержка может помочь с поиском отеля, подходящего для размещения с животными. И это будет не бездушный чат-бот, а клиентоориентированный, приветливый сотрудник. Переходите по ссылке в описании, применяйте промокод «Отпуск12» и бронируйте отели в сервисе путешествия от Т-банка. Море впечатлений, 0 проблем. Так как у страны нет свободной земли, то и еду выращивать негде. Отсюда цены на продукты и готовые блюда. Товарищи, конечно же, еда в Сингапуре тоже не из дешевых, но, если честно, мне кажется, слово «дешевый» здесь просто запрещено на законодательном уровне. Тем не менее, очень сильно выручают вот такие хокеры. Как правило, это набор кафешек разной азиатской кухни. Ну, например, малайской, китайской или индийской. Также, как правило, там есть пармакашни с разнообразными напитками. Очень сильно выручает. Еда стоит примерно от 4-5 долларов и выше, но это, конечно же, намного дешевле, чем в обычных кафе. Питаться в таких местах довольно-таки безопасно и, в общем-то, очень даже вкусно. Порции огромные, я, как правило, не доедаю. Несколько таких простеньких азиатских кафе из хокеров были отмечены гидом Мишлен, а пара кафе даже получали мишленские звезды. Сегодня едим лапшу со свиными ребрышками. 5 долларов стоит удовольствие. Смотрите, как он готовит лапшу. Товарищи, я впервые вижу это замечательное зрелище. Мне кажется, это похоже на магию. Круто. А Макс принес нашу еду и просто смотрите, какие огромные корыта. А лапшу при нас сделали. Ну как при нас? Я издалека смотрел. Да, это та самая лапша, которую крутили, вертели и порционно варили. Вообще супер. Прикольно. Вкусная? Класс. Товарищи, вот очередной раз я не могу доесть. То есть здесь еще полноценная порция лапши осталась. Это не чуть-чуть совсем. Население Сингапура порядка 6 миллионов человек. Ну и по этническому разнообразию это сборная солянка из всех, кто когда-то сюда приезжал работать и остался. Несмотря на то, что коренное население здесь малайцы, они составляют всего лишь 13% от населения, а вот больше 75% это китайцы. Еще около 8% индийцы. Исходя из такого национального разнообразия, здесь исторически сложились 3 крупных этнических района, которые в том числе интересны и в качестве туризма. Это район Маленькая Индия, Арабский квартал и Чайна-таун. Так как мы остановились в районе Литл Индия, с него и начнем. Исторически район сформировался в 19 веке, когда британские колонизаторы начали заселять его индийскими рабочими. Со временем он превратился в культурный центр индийской общины. Здесь есть как классические индуистские храмы, так даже и храм сикхов. Про сикхизм мы с вами подробно говорили в нашем видео про Бангкок. И даже ходили в такой храм, где нас бесплатно кормили индийской едой. Так вот, система с бесплатной едой – это не привилегия отдельных храмов, а религиозная идея. Так что в Сингапуре, в храм сикхов, вы тоже можете прийти на такую трапезу. И я даже рекомендую это сделать, потому что это интересный новый опыт и знакомство с религией. Перед походом можете посмотреть эпизод с храмом в моем бангкокском видео или самостоятельно почитать информацию про сикхизм. В индуистские храмы тоже можно заходить при условии соблюдения дресс-кода. А на улице вы то и дело будете встречать лавки с цветами. Эти цветы покупают как раз для подношений в храмы. Индийская кухня – еще одна из веских причин посетить этот район. В ресторанах и уличных кафе подают традиционные индийские блюда и наш любимый масала-чай. Это, знаете, был тот момент, когда ты заказываешь и думаешь, что если порция еще будет маленькая, за такие деньги будет вообще, конечно, грустно. Но мы заказали 2 бриани, бриани стоил 8,51 и 2 доллара стоит чай масала. Короче, очень даже неплохо. Здесь идет лепешечка, есть яйцо, много риса, курица. Я довольна. Ты доволен? Макс доволен. Ну, короче, я не могу доесть. Я прям реально объелась. Макс кое-как доедает. А чтобы вы понимали, обычно Макс еще за мной доедает. Но здесь сытно, вкусно, много. Короче, очень даже.
Что хочется сказать про район Маленькая Индия? Что это действительно в какой-то степени похоже на Маленькую Индию. Но это такая, знаете, утопичная Индия. Очень тихая, чистая, спокойная. Нигде нет никакой музыки, мусора, грязи. С одной стороны, очень приятно, а с другой стороны, многие вещи, которые все-таки типичные для Индии, их здесь, возможно, даже не хватает. Ну, например, такого стойкого запаха благовоний, какого-то базара такого. Нет, здесь это все есть, но здесь как-то оно прям очень утонченное. Наверное, да. Здесь И нет. индийцы сами, они здесь такие спокойные, они какие-то совершенно другие. Чувствуешь себя иначе. Ну, тут знаешь, что все, кстати, вот еще заметил, что здесь нету вот этого агрессивного маркетинга, где не затаскивают, не пытаются что-то навязать. Они здесь вообще другие. Да, то есть ты подходишь сначала к их меню, смотришь, и только через какое-то время они могут тебе начать что-то рассказывать. Друзья, несмотря на то, что здесь есть светофор, тут стоят с каждой стороны по трафик-маршалу. Ну, на случай, если вы не очень шарите в светофорах. Из-за этого. Наверное, из-за того, что здесь что-то копают. Но тем не менее, загорелся зеленый, и он позволил нам идти. Значит, он исполняет абсолютно ту же функцию. Зачем два человека работают за деньги, когда светофор уже оплачен и стоит? Мне непонятно. Ну ладно. $3. Это тоже $3. Поменьше объем, 600 миллилитров, $2,4. 2,3. Имейте в виду, вода здесь не из дешевых. Мы потихоньку перекочевали из Маленькой Индии в арабский квартал, и здесь уже улица какого-то султана. Там на арабском надписи на доме. Все потихонечку меняется на входе. Мечеть голубенькая, красивая. Сейчас подойдем к главной мечети. Кстати, что индийский квартал, что арабский построен таким образом, что есть везде навесы. То есть над нами уже второй этаж настроен, видно по той стороне. А на первом есть коридор. То есть если мы выйдем с вами ближе к дороге, то здесь некрасиво идти, все в мусорный бак. Потому что пешеходы должны идти здесь, чтобы не идти под открытым солнцем или дождем. Арабский квартал получил свое название благодаря арабским и малайским торговцам, которые поселились здесь в начале 19 века. В 1822 году британцы официально закрепили эту территорию за мусульманской общиной, и с тех пор район стал центром исламской культуры в Сингапуре. Сегодня здесь можно увидеть знаменитую мечеть Султана, одно из главных религиозных сооружений страны. У подножия мечети берут начало пару туристических улочек с кучей торговых лавок, баров и кафе. Также здесь можно позалипать на местный стрит-арт. И если в индийском квартале 80% людей, что мы встречали, были индийцами, то здесь было 80% туристов. Возможно, местные арабы в это время ушли на намаз, но район нам показался исключительно туристическим. Товарищи, по поводу дресс-кода. Опять же, исходя из того, что страна очень многонациональная и многоконфессиональная, все относятся друг к другу с пониманием и уважением. Если вы будете в шортах разгуливать по арабскому кварталу, никто на вас косо смотреть не будет. Просто не пытайтесь проникнуть в таком образе в мечеть. Найден какой-то прекрасный ракурс для мечети. Ну и с этой стороны все фоткаются. Итак, в индийском квартале тоже видели магниты по $1, брелоки по $2. Всякую сувенирку можно купить на этих улицах. Да, друзья, действительно, арабский квартал куда более туристический, чем индийский. Наверное, все-таки погулять здесь будет интереснее, потому что очень много что стилизовано, такое все яркое. Много кафе, заведений, баров. В общем, присмотритесь, присмотритесь. Везде какая-то красота. Нужно заворачивать, идти и рассматривать. Хоп. А это, между прочим, тупиковая ветвь, и сюда, видите, никто особо не идет. А здесь тоже все стены разукрашены, везде какой-то красивый стрит-арт. В общем, все это необычно. Супер, да? Да. Классные места, интересные кафе, все стилизовано. Очень привлекательный район. Конечно, в Чайнатаун мы тоже заглянули. Как и в других этнических районах Сингапура, первые китайские торговцы начали селиться сюда во время колонизации. Как я уже говорила, китайская община в Сингапуре самая большая. В Чайнатаун есть большой рынок совсем подряд, много китайской кухни, храмы разных конфессий и туристические улицы с сувенирами и безделушками. Товарищи, мы бы с вами даже не подумали, что это можно приготовить, но на Чайнатаун все это взяли и приготовили. И покупают.
пользуется все популярностью. Так что, пожалуйста, если кто хотел утиную голову, например, или какие-то части куриного скелета, все это промариновано в разных соусах и подается здесь. Ну, во-первых, булочка не очень. По крайней мере, это. Во-вторых, посмотрите, пожалуйста, какими тазами здесь подают еду. Вам просто восторг. Приезжайте, друзья, голодными на Чайнатаун. Вас здесь обязательно накормят. Друзья, мы приехали прогуляться по Чайнатаун. Сейчас вечер, как вы видите. И время 7:30. Все это начинает оживать. Я так понимаю, днем здесь работает большой рынок у меня за спиной, крытый. Там же есть Chinatown Food Court. И вечером включается Night Market. И вот сейчас он наполняется туристами, продавцами. И все это в такую движуху превращается. В общем, давайте посмотрим, что сколько стоит. Сувенирные кошечки в Чайнатауне от $7 за штучку. Такие маленькие. Вкусно пахнущие свечки. Одна свечка $3, 4 за 10. Набор за $25. А вот палочки подешевле. $10. Самый дорогой на моей памяти дуриан. 1 килограмм $58 сингапурских. Один бокс $5. 1 килограмм 28. Это разные сорта. Так, много-много всякой интересной посуды. Максим, смотри-ка, что дают, а? Максим любит чайную посуду. Максим любит китайский чай. Смотри, какие пиалы интересные. Одна пиала стоит $5, 3 пиалы $10. Здесь на самом деле ни одного нормального чайника нет. Ну, то есть все это Алиэкспресс. Ну, да, вполне. Ну, вот это, А мы знаешь, на типа- Алиэкспресс купили хороший чайник, между прочим. То есть это плохой Алиэкспресс, да? Не, ну, знаешь, обычно в китайских лавках хотя бы есть, знаешь, такие хорошие из осетинской глины чайники. Но тут таких нет. Ну, по ним сразу видно, что это какой-то... Ну, короче, Я такая хочу урваться. сувенирка для туристов. Да. Для туристических целей купить себе красоту и поставить дома пойдет. Но если вы хотите удивить какого-то чайного гурмана, то это не сюда. Я думаю, что здесь есть по-любому специализированные классные чайные магазины, и вот в них-то будет хорошая посуда. Друзья, хочется отметить, что это очень тихая и спокойная Чайнатаун. Здесь не орет музыка, здесь не орут люди. Опять же, вот мне очень нравится в Сингапуре тихо. Ну, вот правда, здесь много людей сейчас. Очень комфортно идти, никто тебя никуда не затаскивает, никто тебе ничего не навязывает. Хочешь, там, покупаешь, не хочешь, не покупаешь. Даже в магазин заходишь, с тобой, если глазами пересекутся, поздороваются. А так в целом никто тебе не подлетает, под руки не смотрит. Короче, хорошо. Товарищи, мы просто зашли в какой-то торговый центр, и есть ощущение, что это просто старые здания, которые обнесли навесом. Блин, прикиньте, это так и есть. Здесь кондиционер работает, и вы как бы гуляете все в той же архитектуре, только с кондером. Я в шоке. Блин, это так классно. А зашли мы, потому что просто открылись двери автоматически, и отсюда повеяло холодом. Уф. Супер. А за колониальной архитектурой традиционно топаем в центр города. Все исторические здания отреставрированы, всячески облагорожены и адаптированы под новые задачи. Так, прилегающие территории некоторых зданий стали общественными пространствами, где-то открыли отель или даже музей. Все подобные строения датированы все теми же 19 и началом 20 века, потому что до Британии тут была рыбацкая деревня, и никакой архитектуры более ранних периодов в Сингапуре не сохранилось. Сейчас же исторические памятники холят, лелеют, и небоскребы вокруг вырастают исключительно таким образом, чтобы не затмить исторического наследия. Друзья, тут прям в центре города, среди всех этих невероятных небоскребов, есть сате-стрит. Сате – это шашлычки. Ну и, собственно, здесь просто вы найдете ее по дыму. Посмотрите, сколько всего у них сразу жарится одновременно. Народу? Ну это, конечно, супер.
Знаете, идете по городу, и везде так пусто-пусто. Оказывается, они тут сидят, саты едят. Ну и в целом здесь какой-то тоже большой фудкорт. Кажется, даже в историческом здании. Но, не знаю, или это такой красивый новострой. Нашли что-то очень оживленное. Зря мы, конечно, эти невкусные булки на Чайнатаун поели. О, ничего себе. Маленький сет. $39. 10 курицы, 10 говядины, 5 креветок, 2 кальмара и рисовый какой-то кейк. Ну а в небоскребах тут недостатка однозначно нет. Центр города – это настоящие бетонные джунгли, состоящие из главных офисов крупных компаний, шикарных отелей и прочих офисных зданий. Самый интересный район города – это, конечно, Марина Бэй. Здесь находится красивая обустроенная набережная с шикарными видами на все эти небоскребы и на главную звезду Сингапура – отель Marina Bay Sands. Здание состоит из 3 небоскребов, соединенных на вершине огромной террасой Sky Park, напоминающей корабль. Внутри расположился отель на 2500 номеров. Наверху, конечно же, Infinity бассейн с видом на Сингапур, а внизу большой торговый центр с роскошью и богатством. Если хотите поплавать в их бассейне, то единственный вариант – это аренда номера в отеле. Рядом с отелем здание в форме лотоса. Это музей Art Science. Сюда можно сходить на какую-нибудь выставку. Через залив стоит еще одно интересное строение. Это здание Эспланада, театр и концертный зал. Выполнено оно по образу и подобию 2 половинок фрукта дуриан. Ну и когда вы уже изучили все достопримечательности вокруг залива, стерли ноги в порошок и порядком подзадолбались, Marina Sands Bay награждает вас ежедневным бесплатным шоу. Думали, это все? Как бы не так. Сингапур ждет вас на следующей локации с узнаваемым видом. За зданием Marina Sands Bay находятся сады у залива. Очередная визитная карточка города – это супер деревья. Да, с названием парились недолго, но по форме и функционалу сооружение вышло куда интереснее. Днем это прекрасный сад в самом центре города. Гулять одно удовольствие, и вход бесплатный. Весь день эти гигантские странные деревья накапливают солнечную энергию, а вечером этой энергией освещается весь парк. Кроме прочего, в садах каждый вечер тоже проходит шоу с участием этих самых деревьев. То есть вы досматриваете одно шоу и сразу бежите на второе. Друзья, здесь от одного шоу есть дорога на другое шоу. Ну, то есть в сады у залива. Отдельная через Marina Sands Bay. Просто заходите в торговый центр и идете по указателям. Товарищи, они не просто сделали красивый мост, они сделали на этом мосту островки, чтобы вы могли выйти и полюбоваться другими прекрасными достопримечательностями с разных ракурсов. Мне кажется, это очень продуманно и супер гостеприимно. Товарищи, на остров Сентоса, вот на тот, можно попасть по канатной дороге. Монорельс есть, вроде как Сентоза Экспресс называется, и можно пешочком вот так вот минут 10 перейти на ту сторону. Ну, что ж, мы, конечно же, идем пешком. Смотрите, какая голубая-голубая здесь водичка. Товарищи, знаете, я когда приняла решение пройтись пешком на Сентосу, во-первых, я думала, что далеко придется идти. А во-вторых, я очень сильно переживала из-за того, что будет ли слишком жарко или, может быть, будет идти дождь, а как же мы пойдем через какую-то там парковую зону долго, ну, потому что утром было хмуро. Так вот, как вы видите, мы идем под навесом. При этом здесь открытые стены, и мы можем наблюдать всю красоту вот этого залива, канатной дороги. Супер! Это очень удобно. А идти по этому мостику всего лишь 600 метров.
Друзья, Синтоса — это огромный остров развлечений, который включает в себя парк-студии Universal, большой аквариум, океанариум и кучу всяких тематических выставок. Если вы собираетесь в Сингапур, обязательно изучите, какие развлечения есть на этом острове, потому что, скорее всего, что-то придется по душе и вам. Масштаб действительно потрясает, поэтому мы не могли пройти мимо этого острова и, конечно же, сюда заскочили. Но в главный парк развлечений мы не пойдем. Дело в том, что у нас всего лишь 3,5 дня, мы в Сингапуре первый раз, и мы не хотим целый день просто простоять в очереди. Есть VIP-билеты, и в таком случае в очередях стоять не нужно. Но, блин, они столько стоят, что мы просто зажали на них денег. Может быть, однажды мы вернемся и посетим этот парк развлечений, но не сегодня. Благо, здесь есть что еще посмотреть. Что, друзья, мы пришли в аквариум, мы предварительно купили билеты онлайн. Идем изучать. Я счастлива, как ребенок. Как твое впечатление? Вообще бомба. Потрясающее место, скажи. Я аж пару раз чуть не прослезилась от счастья. В общем, друзья, если отойти от главного аквариума направо, есть такая зона Ocean Dome. Это океанический купол. Собственно, купол. Ну и здесь вы можете сделать много фотографий. Это тот же аквариум большой. Просто здесь есть зона, где можно присесть и понаблюдать за всем этим с другой стороны. И тут еще поменьше народу было, когда мы пришли, чем в главном зале. Здесь больше шансов на крутые фотки. Так интересно, когда продолжаешь путь после главного большого аквариума, здесь вообще практически нигде нет людей. Ну и на сладенькое оставили в самом конце. Я думаю, ну где же, где? Не может быть, чтобы не было зоны с акулами. И она есть. Друзья, наша прогулка по аквариуму подошла к концу, и мы с уверенностью можем сказать, что мы в полном восторге, нам правда понравилось. Абсолютно оправдана стоимость этого аквариума, потому что действительно, когда представляешь себе, сколько стоит вообще содержание всего этого, очень круто. Товарищи слишком внимательные могли когда-нибудь заметить, что я ношу медальон, на котором значок 9,3. И это неспроста. И я тоже неспроста эту подводку вам даю, потому что сейчас мы отправляемся на выставку Гарри Поттера. Билеты мы опять же купили электронные, даже расплатились российской картой. Okay, just to tell you, you have a $10 retail and F&B voucher, the same QR code, but you cannot combine it. Okay? Yes, I know. Thank you. Thank you. Он мне только что рассказал про то, что с этим QR-кодом потом в магазине у нас есть еще ваучер на 10 сингапурских долларов на то, чтобы купить какой-то маленький мерч. И вместе их сложить нельзя. Hello. Collection area. Each of you receive an interactive one for a journey. Come on, move on, move on, move on.
pity the living, and above all, those who live. На самом деле здесь кажется, что очень большая площадь с этими шарами, но это просто зеркальные стены, и создается такой классный эффект за счет того, что темно. Эти стены не бросаются в глаза. You may uncover some of the hidden messages you may find on door 1, 2, and 3. Как красиво. Так, есть всякие брелоки по $12. Кружки под сливочное пиво 25. Ну, вот такая сова есть. Носки 15. За 12. О, сова очень классная, между прочим. Кардиган 95. Но качество, кстати, очень приятное, конечно. Значки 9, брелки 12. То есть, если вы не хотите доплачивать, вот, пожалуйста. Футболка $39. Ой, куча палочек. Палочки по 70. Так, товарищи, наш выбор — это брелок и значок Хогвартс. Напоминаю, что мы их не покупаем. У нас в билетах включены уже ваучеры на $10. То есть значок мы заберем просто за ваучер, а за брелок мы доплатим $2 сингапурских доллара. Товарищи, ну и, конечно, на выходе можно угоститься сливочным пивом. Но я читала отзывы, говорят, что оно довольно-таки сладкое. Мы его не будем. Но вообще имейте в виду, что такая возможность у вас есть. Внимание, конкурс. Напиши в комментариях, какое заклинание ты бы придумал, если бы учился в Хогвартс. Напиши его эффект и произношение. Ну, например, Кодус Максимус писал бы код вместо Максима, а мы бы в это время бегали по новым городам и снимали красивые видео. Разумеется, чем забавнее, тем лучше. 30 апреля 2025 года читаю ваши комментарии. Самый шикарный комментарий забирает значок Хогвартс с той самой выставки. Отправим в любой город России, Казахстана или Беларуси. Написать можно любое количество заклинаний, но отдельными комментариями. Удачи! Друзья, мы приехали сюда часам к 11, время 3:30, и мы только покидаем Синтосу. Это я к тому, что вроде, казалось бы, всего 2 выставки, аквариум и Гарри Поттер. Тем не менее, полдня улетели вообще в легкую. Можно было бы остаться еще погулять по острову, здесь есть всякие трекинговые маршруты, но мы тогда не успеем посмотреть много интересного в городе, поэтому мы отсюда стартуем. Друзья, мы нагуглили Хокер, это местный фудкорт, дошли сюда пешком неподалеку от Синтосы. Курица с рисом $4, бабл ти $2,5. По $6 стоит блюдо, $6-7. Вот там что-то, я не знаю, вторая версия 7, может быть это просто тарелка больше. Супы по $6. Неплохо. Да, что больше? Да. Also, foreigner people like dumpling you made. Or I want it. Yes, or fried dumpling. And one. One. Okay. Okay. Единственное, у них нету терминала для оплаты, нужно платить наличкой. Но мы сегодня сняли наличку, поэтому не проблема. Нас позвали, сказали, еда готова. У нас 2 приличных по размеру супа. У меня суп с дамплингами. У Максима что-то типа там-ям. И 4
По меньшей мере 5 дамплингов насчитала. Ну, такие они не маленькие. Я думаю, что я вполне себе наемся. Ну что, пробуй. Такой непонятный бульон. Не похож на том-ям, но указано было том-ям. Видимо, они просто специи заюзали оттуда, да? Нет, Вообще не то? вообще даже близко нет. Интересно. Почему том-ям? Ну, какая-то своя версия. Ну, вкусно? Да, прикольно. Хорошо. Я вот такую штуку еще вылил себе полностью всю. Она острая? Да. То есть теперь у тебя очень остро. Супер. Я не знаю, до этого было, конечно. То есть ты не пробовал изначально? Ну, зачем? Не, Максим на самом деле он такой. Ему надо, чтобы пекло везде, где можно. Нормально? Супер. С рыбным привкусом, между прочим, блин. Слушай, а может там все рыбное? Может быть. Я там не вижу чего-то с курицей. Все какое-то рыбное. Наверное, дамплинги тоже рыбные. Так, и скользкие. Палочки не получится. Как вас есть? Как вас есть? Ну, аккуратненько, прям ложкой откусывай. Ну да, надо как-то так есть. Ну, неплохо. Но рыбно, да. Это рыбная история. Но неплохая. Товарищи, вот что мне прям нравится в Сингапуре, так это развитая система общественного транспорта. Здесь отовсюду можно уехать в любую точку. Да, иногда с пересадками, но, как правило, это не проблема, потому что и автобусы, и метро ходят очень часто. Мы прилетели в Сингапур вечером. И до своего отеля в Литл Индии мы доехали на автобусе, кстати, с пересадкой. Заплатили мы за это примерно по $2,7 с человека. Если бы мы ехали на такси, конечно, это обошлось бы совершенно в другие деньги, потому что такси в Сингапуре действительно дорогое. Какая система? Если у вас есть не российская карта, вы эту карту просто прикладываете на входе в транспорт и на выходе с транспорта. Ну, например, вчера мы активно целый день катались. Мы ездили и на метро, и на автобусе, и за все эти поездки у нас списалось около $7 с человека. Списание происходит одной транзакции за все поездки. То есть вы платите не поштучно за каждый проезд, а просто за все километры, которые вы проехали. Круто? Зачастую на автобусных остановках стоят такие стенды, на которых указано время прибытия следующего автобуса и который будет еще за ним. Ну, то есть, например, 61-й приедет через 16 минут, а за ним еще один через 30. И так на каждый. И это потрясающе. Еще указано, куда едет, где можно на что пересесть, какие там есть ветки метро. Мне кажется, очень удобно. На входе в метро можно взять пакетик, если ваш зонтик мокрый. А мы тем временем приехали в ботанические сады, и что самое прекрасное, это бесплатное развлечение, то есть вы можете сюда приехать, гулять, сколько вам влезет. И здесь есть платные зоны, но в основном общий сад бесплатный. Ой, смотрите, ботанические сады Сингапура в 2015 году были включены в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Представьте? Ну, идемте смотреть. Есть, конечно, ряд ограничений, но вы должны понимать, что за кормление обезьянки штраф $5000 местных долларов. Остальных тоже, говорят, нельзя кормить и трогать никого тоже нельзя. Орать нельзя. Орать нельзя, это прекрасно, кстати. И фотографировать со вспышкой тоже нельзя. Друзья, только выходишь из метро и сразу попадаешь в лес трели. Он там так и называется. Тут все в цикадах. Тут... А мы в городе вообще-то. Слышно, машины ездят даже. Да-да. Круто. Сингапур часто называют городом-садом, и это не просто красивое выражение. Несмотря на плотную застройку и статус одного из самых урбанизированных мест в мире, власти страны десятилетиями ведут политику активного озеленения. Деревья высаживают вдоль дорог, на крышах и даже на фасадах зданий. Все это – часть стратегии, направленной на снижение температуры в городе, улучшение качества воздуха и совершенствование Сингапура как комфортного места для жизни. Во главе этой зеленой философии Сингапурский ботанический сад. Это старейший тропический сад в мире и единственный ботанический сад, включенный в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО. Основанный аж в 1859 году, он занимает 82 гектара земли и объединяет в себе тысячи растений. Встретили первого жителя ботанического сада на нашем пути. Здравствуй, красавчик. Я белка. Как ты? Нравится тебе тут?
Слушайте, ну вот мы свернули на эту тропинку, все это время, тут уже минут 5-10 мы гуляем абсолютно одни по ней, в невероятно красивых каких-то локациях обустроенных, просто одни. Товарищи, здесь же находится национальный сад орхидей. Запах стоит фантастический уже здесь. Орхидеи красивые, замечательные, но время уже 6:05, а в 6 закрывается продажа билетов, сам сад открыт до 7 вечера. Вообще в Сингапуре насчитывается более 450 парков. Эти парки разнообразны по размеру и назначению, включая небольшие районные парки, крупные региональные и, конечно, природные заповедники. Здесь также есть парки с трекинговыми маршрутами, которые проходят по подвесным мостам среди крон деревьев, и такие тропы прокладываются на несколько километров. Мы не успели посетить такой парк в эту поездку, но обязательно посетим в следующий раз. Вообще такое обилие парков задало мне трудности при планировании, потому что из всего этого великолепия нужно что-то выбрать. Для первого раза сады у залива и ботанический сад оказались хорошей идеей. Ну и на последний уже расслабленный день мы запланировали поездку в парк неподалеку от аэропорта. Третий день мы начали с поездки в East Coast Park. Это огромная территория практически около аэропорта. Парк расположен вдоль залива, и слушайте, ну это супер. Учитывая, что это уже у черта на рогах, так сказать, от центра города. Здесь такая инфраструктура крутая. Можно взять в аренду велик, можно покататься на вейке. Здесь вейк-парк, причем открытый. Если вы не катаетесь, вы можете просто позалипать на спортсменов. Здесь скейт-парк, из-за которого мы сюда и приехали. Ну вообще скейт-парков несколько в городе, но просто Максиму приглянулся именно этот. Мы зашли в туалет, и знаете что? Туалеты, конечно же, бесплатные, чистые. Не сказать, что такие же прекрасные, как в центре города, но это совершенно не обязательно. Там бесплатные душевые и фонтанчики с водой. По карте я посмотрела, здесь есть несколько пляжей, не знаю, купаются тут или нет, но я точно видела, что загорают. Здесь также можно взять в аренду сабборд. Мне кажется, это супер какой-то парк. Помимо того, что это, в принципе, довольно большой скейт-парк с разными фигурами, зонами и территориями, здесь есть также зоны такие для отдыха, ну и ожидания. И они под навесом, причем под естественным навесом, под деревьями. То есть от солнышка здесь вполне можно спрятаться. Очень круто, в парке нельзя курить. Ребята, смотрите, мы только что купили воду за почти $4. Ну ладно, что ж, ничего страшного. Товарищи, в Сингапуре левостороннее движение, и это касается вообще всего. Даже на тропинках нужно придерживаться левой стороны. Так, друзья, мы тут поняли, что давно не ели в Макдональдсе, зашли, и на удивление, всего $18,5 у нас получилось два таких как сета с большой картошкой, большими напитками, не очень большими бургерами, но тем не менее, и даже пирожками. Неплохо. А еще в Сингапуре много торговых центров, и здесь есть, мне кажется, все на свете бренды, но мы его сравнивали цены, например, на технику Apple у Сингапура и соседних стран. В Сингапуре была самая дорогая. Вполне вероятно, что с косметикой, одеждой и аксессуарами абсолютно то же самое. Поэтому, если вы транзитом собираетесь условно в Малайзию, возможно, есть смысл проверить цены на сайте Малайзии и в Сингапуре. Ну и сравнить, где выгоднее. Товарищи, а напротив нашего отеля мы вчера заприметили торговый центр, и мы хотим посмотреть магазин с продуктами и выяснить, с какими же ценами сталкиваются обычные сингапурцы на ежедневной основе. Мы нашли супермаркет, чекаем цены на еду. Картошка $2 за килограмм, лук $3.60, зеленые томаты почти $5. Как вам? Ужас. Ужас. Идем дальше. Маленький цыпленок, 7,45. Готовая еда, $3. Вот такая крошечная порция. Мне самой, так сказать. Нет. Не соглашусь. Вот здесь тоже маленькая ножка совсем. И рис $4.80. Что-то в область фантастики пришли. 100 грамм, вот смотрите, $5. Но это ветчина. Хорошо, Ну, да. предположим. Колбаса 100 грамм, $2. Салями $9.57 за 100 грамм. Представьте. Австралийский вагю, между прочим. $16 за 100 грамм. Вот этот вот большой, красивый. 0,6 воды, 40 центов. Грудка куриная, 300 грамм, $4,5. И главное мерило. Яйца куриные, 3,88, 3,63.
То есть самые дешевые выходят... 3,63. 3,63. 234 рубля. 234 рубля с десяток. Литр 89, не 6 баксов, а 6,6. Да, 6,65. 428 рублей. За 2 литра? Ну да, Почти там почти 2 литра, да. Ну вот тоже смотри, короче, масло сливочное. Если покупать 2, то 11 долларов с половиной. Всего-то. Сущие копейки. Каждая стоит по 6,85, почти 7 долларов. А у нас стоит сейчас. У нас тоже там сейчас закрываются пластиковые эти, как красные. Ну понятно. В любом случае, недешево. В шоке немного прибываю. 5 яблок за 10 долларов. 2,20 каждое яблоко. Одно яблоко. Драгон фрут стоит почти 2 доллара каждый. Удивительно. Удивительно. Обычно с аэропорта выпуск начинают, а мы здесь выпуск заканчиваем. Аэропорт является одной из достопримечательностей Сингапура, и если у вас есть возможность по нему основательно прогуляться до или после перелета, непременно рекомендую это сделать. Это один из самых красивых аэропортов в мире, и кроме выполнения своей основной функции, он также является огромным торгово-развлекательным центром. Чтобы найти его визитную карточку «Прекрасный рукотворный водопад», следуйте в зону Джевел. Мы прилетели вечером, и водопад в это время был подсвечен разными цветами. Днем же лучше можно разглядеть местное озеленение. Имейте в виду, что в аэропорту целых 4 терминала, и если вы хотите основательно побродить по главному корпусу, лучше приезжать хорошенечко заранее. Но, например, нам потребовалось некоторое время для того, чтобы разобраться, что у нас оказывается 4-й терминал, и это мы посмотрели на сайте аэропорта. Потом нам нужно было найти автобус к этому 4-му терминалу, ну и это заняло некоторое время. Если бы мы приехали впритык, мы бы, может быть, все-таки и успели, потому что здесь все происходит довольно быстро, но нервов бы себе потрепали. Что могу сказать про саму поездку? Нам Сингапур максимально понравился. Здесь было удобно абсолютно все, с чем мы сталкивались. Много комфортного и чистого транспорта. На каждом углу светофоры, наземные и подземные переходы. Никто не гоняет, вам совершенно не нужно переживать за свою жизнь, переходя здесь дорогу. Общественные пространства оборудованы чистыми туалетами, в том числе каждая станция метро. Здесь много платных и бесплатных развлечений и парков. И если вы едете в отпуск, а не на 96 часов, то вы точно найдете себе занятия еще на несколько дней. Недорогая и дорогая еда найдется в каждом квартале, и питаясь в хокерах, мы ни разу не отравились. Мы потратили 1300 американских долларов с перелетом с Фукуока в Сингапур и из Сингапура в Куала-Лумпур. 708 американских мы оставили в Сингапуре без перелетов, но с учетом жилья. В описании рассказала, какие приложения мы здесь использовали, и расписала траты более подробно. А вам большое спасибо за просмотр этого видео. Я надеюсь, вам было полезно, красиво и интересно. Будет круто, если вы поставите лайк под этим видео для его продвижения и, может быть, даже подпишитесь на мой канал. Там много видео из других городов и стран. Ну а я с вами прощаюсь. Увидимся в следующем видео. Пока-пока!